Привет, друзья! Приветствую вас на канале Яхта на колесах. Сегодня мы хотим поговорить на тему, которая, безусловно, волнует всех, о том, как изменился рынок автодомов в нашей стране, как наша компания выходит из положения, какие есть для этого способы, к чему все это приведет, как будет меняться в общем. И хотим, собственно, на все ваши вопросы, которые вы оставили у нас на канале, дать ответы. Для тех, кто, может быть, не в курсе, еще раз поясню, что из-за санкций Евросоюза европейские производители не могут теперь напрямую поставлять в Россию ни автодома, ни запчасти. Соответственно, у нас очень много вопросов от подписчиков, как это будет происходить, возможно ли заказать новый автодом или запчасти. Сейчас мы будем на эти вопросы отвечать и рассказывать, как обстоят дела. Так, вопрос. Что сейчас с арендой по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом спрос на аренду сильно увеличился. Я думаю, понятно из-за чего. Из-за того, что авиабилеты либо их нет, либо они сильно дорожают, либо их сложно достать. Некоторые направления вообще закрылись. Соответственно, люди как-то переориентируют свои отпуска. И, соответственно, спрос на автодома сильно увеличился. При том, что самих автодомов становится меньше. И вообще на рынке и в нашем прокатном парке. Соответственно, нам, к сожалению, пришлось увеличить цены для поддержания автодомов в должном состоянии, так как и с запчастями тоже есть проблемы и сбои с поставками. Итак, вопрос. В связи с санкциями, как будет осуществляться покупка новых автодомов из Европы? Есть ли шансы их отмены или обхода? Я читаю вопросы так, как есть. Так, как их написали, просто прокомментирую, что обход санкций – это криминал, поэтому про обход мы не будем говорить. Мы будем говорить о том, что есть возможность все-таки привезти новый автодом из Европы, минуя санкции, не нарушая их. И мы, соответственно, все эти варианты уже проработали, и я совершенно точно могу сказать, что в яхтах на колесах можно будет купить новый автодом, привезенный из Европы, привычных всем производителей. То есть такие способы есть. Вопрос. Как сейчас обстоят дела с производством автодомов в России? Скажем так, дела обстоят. Есть производители в России, которые разрабатывают эту технику. Наша компания участвует в нескольких проектах. Мы в этом году обязательно покажем несколько прототипов. Наше участие в этих проектах такое, что мы производителям даем рекомендации, так как мы знаем хорошо рынок, что продается, что нужно потребителю, покупателям. И когда они приходили со своими проектами, нам было что им посоветовать. То есть, чем прицеп не перегружать, какое лучше оборудование поставить сразу, какое сделать дополнительными опциями, какие-то там технические решения немножко. И после этой проработки будут представлены, я думаю, очень интересные прототипы. Мы их обязательно вам покажем, снимем обзоры, и здесь у нас можно будет их посмотреть живьем. Так, говоря о прототипах, я в данном случае имею именно прицепы, потому что еще есть большой вопрос о шасси, о завозе шасси, на которых собираются автодома, чтобы они соответствовали, собственно, тем требованиям, которые выдвигаются для автодомов. И с этим пока тоже есть проблемы, есть вопросы по шасси. Хотя тоже в этом направлении, мы знаем, работают производители, разные варианты, там и китайские какие-то шасси предлагают. Пока какого-то готового продукта еще мы не видели, который нас бы полностью устроил. Так, вопрос. Есть ли компании в России, которые изготавливают запчасти для прицепов автодомов, европейских и наших, стекла, амортизаторы, прицепные устройства и другие? Есть ли замещение рынка? Да, есть. Стали производить в России запчасти, наращивают поставки из Китая, из Турции. Там тоже появились производители, которые все это делают. Наши российские производители в меньшей степени, в основном Китай, потому что
много запчастей и так производилось в Китае просто для европейских поставщиков. Сейчас они, собственно, под своими брендами выходят на рынки и поставляют в Россию эти запчасти. Так, следующий вопрос. Какие нужно с собой документы брать, чтобы путешествовать по Европе, чтобы тебя не выгнали со страны? Ну вот у нас есть информация про то, что в Европу можно через Литву заехать без каких-либо дополнительных документов. Вот, просто по шенгенской визе пересек границу через Литву и поехал дальше. Вообще еще я рекомендую ознакомиться с сайтами Министерства иностранных дел европейских государств, и там они довольно-таки подробную информацию вывешивают, какие у них ограничения, какие ограничения сняты, что нужно для въезда. Вот там все это есть, можно подробно почитать. Но вот про Литву нам сказали, что спокойно можно заезжать на автодоме с загранпаспортом, шенгенской визой. Ну, опять же, обязательно помнить о том, что наши кредитные карты больше нигде не принимают, поэтому задачиться каким-то образом платежными средствами другими. Вопрос. Ваша фирма не планирует возить автодома БУ? Ну, смотрите, мы всегда занимались продажей и обслуживанием новых автодомов. Соответственно, на этом и будет продолжаться делаться упор в нашей деятельности, то есть чтобы привозить новые, качественные автодома без пробега. Но мы не исключаем такой возможности в текущих условиях, потому что это вообще чуть ли не единственный остается шанс ввести автодом, минуя санкции, так как он не попадает под эту категорию. То есть автодома стоимостью до 50 тысяч евро не запрещено Евросоюзом возить. Поэтому возможно что-то привезем, но еще раз подчеркну, что это все равно не основная наша деятельность будет. Вопрос. По запчастям сильно ли выросли цены? Ну, вот, к сожалению, про рост цен пока нельзя сказать, потому что у нас еще новых поставок ни одной не было. Как только кто-то из наших поставщиков наладит новый канал поставки, мы завезем партию запчастей, и тогда уже будет точно понятно, насколько повысится. Я думаю, что это не будет критично, то есть это не будет там 200-300%. Вот. Но повышение, разумеется, будет. Насколько сильно оно будет, это вот мы посмотрим, как только первая партия заедет, во что обойдется вот эта вот сложная поставка. Насколько будет техника, производимая в России, лучше, хуже, дешевле? Ну, будет разное. В целом, если говорить, скорее всего, будет, ну, если сравнивать там с европейскими аналогами, она будет чуть попроще, не такая навороченная, из-за, опять же, нехватки там каких-то комплектующих, ну, соответственно, и подешевле. Ну, это если в целом так какое-то основное направление. Будет как бы техника и дороже, как вы знаете, делают там и на КАМАЗах автодома огромные, там дорогостоящие внедорожники, то есть они, соответственно, будут дороже, они будут отвечать каким-то своим требованиям, то есть, ну, будет по-разному все, поэтому однозначно тут не скажешь, будет лучше, хуже, дешевле. В целом вектор такой, что, ну, скорее всего, массовые какие-то автодома, они будут подешевле европейских аналогов и в чем-то им там немножко может уступать. Что касается нашего участия, нашей фирмы в этом процессе, мы стараемся производителям все-таки как-то помогать в плане того, чтобы приблизить то, что они делают, к той технике, с которой мы привыкли работать. Ну, то есть к известным европейским производителям, чтобы максимальный был, конечно, комфорт, отдача от автодома для покупателя. Вот. Понятно, что это занимает длительное время, вот, обсуждение всех этих вопросов, как какие-то вещи там сделать так, а не иначе. Но, тем не менее, мы к этому придем все-таки в конце концов, что будет российский какой-то продукт максимально приближенный к мировым брендам, скажем так. Ну и о будущем. Конечно, будущее мы не видим, но можем предполагать. У нас интересно получается, любая какая-то стрессовая ситуация, пандемия в 2020 году,
текущий кризис, они какой-то этому именно рынку дают интересный толчок, импульс. Мы наблюдаем сразу резкий интерес, резкий спрос на именно технику для путешествий. Поэтому мы смотрим в будущее позитивно, с надеждой, что, может быть, все-таки это даст хороший импульс нашему производству и автодомов, и комплектующих. Опять же, спрос растет на все это, увеличивается, поэтому озаботьтесь подбором техники для отдыха заранее для себя. Так что путешествуйте с комфортом. Мы будем стараться этот комфорт поддерживать вне зависимости от того, какая ситуация в мире, в стране, что происходит, несмотря ни на что. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами. Пока.